Друзья, всем привет! Рад приветствовать на канале. У нас уже деньки становятся холодными. Пора уже наш фрейм снабдить сердцем. Это печью. Сегодня буду устанавливать печь, чтобы уже в следующий раз можно было обогреться, согреться, высушить свои вещи, так как у нас уже осень, начало осени, уже дождики идут, ну и уже холодно. Поэтому сегодня ставлю печь, топим ее и попытаюсь еще сделать крылечко сюда, чтобы уже ступать на доски, а не на голую землю. Как-то так, друзья. Всем приятного просмотра. Заходите в телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписались. Всем приятного просмотра. В домике все хорошо. Пол, правда, пока еще не прибран. Кстати, кто-то у меня начинает вытаскивать джут. Вот вытащили, вот. Похоже, это мыши, судя по ходу. Повытаскивали все. Только не знаю, куда он делся. Если бы его вытащили, он бы был бы здесь. А где он, не знаю. И вот тут начинают вытаскивать. Птицы это вряд ли бы делали сейчас уже осенью. Скорее всего, это мыши таскают. Куда-то они таскают. Надо это будет потом утыкивать все, конопатить. Возможно, чем-то надо будет потом подшивать. Возможно, надо эту доску просто посильнее прибить. Дверь закрывается плотно, хотя делал зазоры. Видать, в лесу сыро, дверь напиталась, древесина напиталась влаги и закрывается очень-очень плотно. Еле как открыл уже, думал, что придется пренебрегнуть к силе и открывать топором. Уже такая мысль была. Ну что, я уже примерно прикидываю, куда я буду ставить печь, но сейчас я пойду снова за печью, так как притащить ее одной ходкой сюда не получилось. Очень много материала и трубы, и печь сама надо будет сделать пару рейсов. Вот, принесу печь и уже, думаю, по месту точно определюсь, куда я буду ставить. Конечно, бы хотелось сюда поставить. Посмотрим, сейчас я примерю. Если получится, то значит будет печь здесь стоять. Прикинул я печку по всем 4 углам. Понял, что с той стороны, где находитесь вы, печки там не место. Во-первых, некрасиво. Во-первых, ходить надо будет через все вот это вот помещение. Поэтому печка будет стоять слева. Почему не справа? Потому что у меня в правую сторону открывается дверь. Здесь будет выходить труба. Дверь будет постоянно бить по трубе. Вот уже прикинул сюда отвод 90 градусов, сразу будет отвод и в стену уходить труба. Все, сейчас еще установлю до конца, прикину чего как и буду выпиливать отверстие в этой стене.
Я готов вырезать окошко под выход трубы. Разметил у меня 26 на 25, то есть длина кирпича. Буду выпиливать. Сперва начну внутри пилить, потом, возможно, буду снаружи допиливать. Вот у меня нижняя черта, пойдет она вот до этого бревна. И вот это вот 2 бревна, 1,5, они у меня уберутся. С этой стороны у меня получилось пропилить прямо вдоль нагеля. Вот. Окошечко большое под кирпичи, под цельные кирпичи. Так что ставлю печку, готовлю смесь, раствор, закладываю, утепляю. И будем топить печку, что ли. Что-то не припомню в последнее время, чтобы в сентябре, в начале сентября комаров было как летом. Обычно в сентябре уже никакой кровососущей живности нету. Ни пауков, ни комаров. А в этом сезоне комаров-то, будь здоров, атаковывают прямо. Невыносимо. Готово у меня отверстие под вывод трубы. Буду сейчас печь уже устанавливать на свое место. Буду пространство утеплять стекловатой негорючей. Все вот это затрубное пустое пространство. Ну и у меня с лицевой и с внутренней стороны будут трубы закрывать вот, как их называют, вот такие штучки. Будет
И с этой, и с той стороны будет очень красиво. Если вы обратили внимание и заметили, что это печь землянки, то вы абсолютно правы. В общем, если в пару словах, то землянки больше не будет. Первым делом забрал печь, но потом все остальное буду забирать оттуда. Если как-то получится у меня осмелиться, то расскажу вам, что случилось с землянкой. Наверное, в телеграм-канал выложу. Выкладывать на YouTube не буду. Считаю, что это должно иметь какую-то свою тишину. Как-то вот так. Тут у меня все готово. Здесь готово. Подложил небольшой кусочек кирпича, осколок, чтобы труба не продавливалась под своим весом. Так как здесь еще будет колено и еще, наверное, сколько? 3 трубы метровых. Вот. Буду утеплять вот это пространство негорючим материалом. Называется он мягкий базальт, что ли. Вот. Специально не горючий для печей. Труба, конечно же, высокая, выглядит пока не совсем все красиво. Я даже не знаю, может быть, и придется пока на одно колено приспустить. С печкой пока ладно, пускай подсыхает. Буду заниматься сейчас самодельной доской. Возьму с собой электропилу, попробую напилю, сколько хватит у меня батареек, столько и досок пока на сегодня сделаю. Вот, друзья, не поверите, это какой-то закон подлости, я не знаю, как это еще сказать. Весной я выходил специально в лес, ходил очень много по хорошим местам, где обитают лоси, где они точно обитают. Специально ходил, искал рога весной, но так и ничего не находил. Ходил очень много, и сейчас иду я такой, значит, пилу-то с собой взял, иду, думаю, сейчас буду распускать доски. И иду такой, и думаю про себя, вот, хоть бы найти рога, хоть бы вот, будет хорошим бонусом. И вот, смотрите, что. Вот я вот нашел рога. Буквально торчали вот эти 2 кончика, а вся эта часть была в земле. Лежат они очень давно, смотрите. Все в песке, уже успели мыши погрызть кость. Внутри пустотелая. И 1, 2, 3, 4, 5. 5 отросточков. Вот такие рога. Возможно, где-то еще одни рядом.
Обычно бывает, что они скидывают рога где-то рядом. Не знаю, попробую, посмотрю еще внимательно. Так что вот, друзья, бонус. Вот так вот. Специально ходишь, ищешь, не находишь. Идешь, как-то, знаете, не думая об этом. И вот тебе рога. Блин, жаль, что старые они уже, все погрызанные, но ничего. Прикольно. Вот так вот бывает. Заберу на обратном пути. В общем-то, мне еще стоит поучиться пилить таким способом доски. Вот, с одной стороны получается хорошо, красиво, с другой стороны не очень. Ну и тут также. Где-то вообще замечательно. Тут вот, например, а тут вот, ну, такая ерунда получается. Нужно пилить. Мне учиться сперва, наверное, на маленьких бревнах, которые пропиливаются на глубину шинки. Вот. У меня здесь шинка 45, а там вот не хватило мне длины, поэтому пришлось забивать клини, раскалывать. Так что надо тренироваться на маленьких бревнах. Ну и, соответственно, делать хотя бы на уровне пояса. А тут мне чуть выше, неудобно. Напилил я 5 массивных досок. Пилил первый раз таким способом. Какие-то, получается,
красивые, какие-то некрасивые. В общем, выводы я сделал для себя. Вот на будущее. Сейчас я эти доски буду укладывать сюда. В принципе, 5 штук должно хватить. На доску очень много потратил времени. Сперва я хотел начинать именно с доски, распустить доску и потом только заниматься печкой. Но хорошо, что я в первую очередь установил печку. Пока занимался досками, печка у нас подсохла. Я думаю, пора уже разжигать, дать первое тепло и проверить, как вообще внутри. Ну и, конечно же, уже можно будет встречать холодные осенние деньки. Первый жар пошел. Сейчас с установкой печи можно уже будет спокойно заниматься внутренними работами. Снаружи практически работы завершены. Если не то и будут, то по мелочи. Это надо будет дошить козырек, удлинить его, ну и соответственно перекрыть крышу. Мыши, паразиты бегают прямо под тентом, и в одном месте уже сантиметров 30 сделали дыру. Сейчас это все протекает, и соответственно там пару досок сырые стали из-за этого. Надо будет это мне сделать до сильных холодов, перекрыть все, перекрыть крыльцо, ну и все, наверное. Здесь, соответственно, нужно будет прибраться, привезти с собой метлу, все вычистить. Нужно будет привезти в следующий раз притопочный лист, установить под печку. Так, тут у меня картон я пришил. За этим тоже понаблюдать надо будет, как будет греться. Ну и, собственно, вот пока что вот так. Друзья, на этой минуте я буду заканчивать. Надеюсь, вам видео понравилось. Я проделанной работой, как всегда, доволен. Друзья, заходите, подписывайтесь в Telegram. Увидимся с вами в следующем ролике. Будьте здоровы. Всем пока. Та-ра-та-та-та-ра-та.